Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. В этом месте мы уже были, но здесь был до этого другой ресторан. Такими темпами вообще странно, можно хоть заново начинать все обозревать. Короче говоря, очередная ротация ресторанов в природе Вьетнама. Сегодня здесь открылся новый, исключительно, можно сказать, рыбный. По рыбке сегодня и пройдемся. У нас будет раз, два, три, 4 вида рыбы. И одну из них вы уже видите на заднем фоне. Мы заказали ската из аквариума. Это будет главное блюдо. И у нас еще всякие рыбы-иглобрюхи, рыбы-куртки и прочие непонятные рыбы-коробки. Короче говоря, рыбный день сегодня. Что ж, дамы и господа, начнем помаленьку. Первое блюдо у нас состоит из рыбки, которая иглобрюхообразные, а следовательно это те, которые рыбы собаки, фугу и прочие рыбинки, которые надуваются в момент опасности и становятся шариками. Их видов очень много. Здесь вот сейчас вы увидите фоточку конкретно, которую здесь нам предлагают. Но суть в том, что это у них не живое плавает, это, видимо, из заморозки. Соответственно, попробовать эту рыбку интересно. И нарубили ее не пойми как, посмотрим поближе, ну и попробуем. Что и как тут съедать, не очень мне понятно. Ну, потому что филе из нее никто не делал. Это просто замес из рандомных частей рыбки. Ну вот давай я кусок побольше какой-нибудь возьму и попробую обглодать это, что ли. Не знаю. Вы уж простите за то, что вот так вот руками, но вы же понимаете, иначе это просто никак. И то здесь не поймешь, какой кусок где мясо, а где косточки. Кусок мяса с косточкой. А вы знаете, вкусно. А, жабры, смотри, Рома, это голова. Ну, жабры я, наверное, нет. Я даже пробовать не хочу. Зачем? Это жабры. Окей. Кусочек над жабрами я съел. Да, вот тут есть мяско. Сказать, господа, что это уковыряться, измазаться и угваздаться всей рыбой по всей поверхности своего лица, это ничего не сказать. Вкусно. Да, мне понравилось. Те кусочки мяса, которые я смог отсюда выковырять, погрызть, это очень неплохо. Жаль, что эта рыба не как скат, который у нас готовится до сих пор на гриле, потому что у ската, понятно, она хрящевая рыбеха, и там съедается все. То есть, ну, головной хрящик, может быть, ты весь и не съешь, он слишком жесткий, он уже ближе к кости. А остальные его части, они съедаются легко, потому что, ну, ты хрящик погрыз, и все, и хорошо. Здесь же все-таки присутствуют косточки, но вкус мне понравился. Классно, здорово, хороший соус. Другой вопрос, что к этой рыбе, вот она сама по себе, вот такое небольшое блюдо, стоит 129 тысяч донгов. Никакого гарнирчика нет. Вот, пожалуйста, здесь достаточно много подливки внизу, все здорово. Ну, давай вот лучка с кинзой тут попытаюсь как-то вот наковырять. Ну и на этом все. Подливка классная. Для этого обязательно нужно попросить плошечку риса, и вот с этой подливочкой будет вообще огонь. Ром, ну давай, я второй тоже сейчас съем, а ты пока попытайся выковырять себе какой-то, может быть, более удачный, потому что мне попался кусок головы, очевидно. Ну, раз с жабрами. Я, конечно, попробую, но, если честно, не особо хочется по двум причинам. Во-первых, хочется... Они ядовитые, я знаю. Хочется посмотреть, что с тобой к вечеру будет. Нет, подожди, если ты траванешься этой самой фугу, как вот этот яд, какой-нибудь там тетродотоксин у нее называется, да,
яд, то ты откинешься через пару часов. Ну вот, подождем. Давайте попробуем еще вот такой кусок. Вроде без жабер, здесь плавничок. Это болгарский перец вообще. Да, ребят, мясо из этой рыбы придется добывать. Мало того, что нужно добыть рыбу, потом из нее нужно добыть еще и мясо. Перед тем, как Рома скажет свое мнение, я скажу следующее. Вкусно, без вопросов. Это очень вкусная рыбка. Достаточно нежное мясо, ни в коем случае не сухое. По поводу того, как приготовили, отличная подливка. Действительно очень вкусная, вот смесь всего и всех трав, и, ну, короче говоря, шикарно, классно. Из недостатков, как вы уже поняли, естественно, один большой недостаток. Это неудобно есть. Это извозюкаешься весь, это можно есть только руками. Либо брать, соответственно, в рот этот кусок, жевать, 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 как, наверное, это делают как раз местные, когда у тебя просто за одной щекой отфильтровываются косточки, а все соки и мясо ты как бы вот на другой стороне прожевываешь. После этого ты выплевываешь то, что у тебя осталось. Я к такому варианту поедания вообще чего-либо не привык, а для местных, видимо, нормально. Так что рыба вкусная, рыбу можно брать с поправками на вариант еды. Роман. Меня что-то не особо впечатлило, потому что мне по вкусу, по текстуре вообще речную рыбу напомнило. Да? На морскую что-то не особо похоже. Интересно. Ну вот поэтому мне не особо понравилось. Попробуй другой кусочек. Да не, нормально, там мясо прям попробовал, да? много, да. Не знаю, откуда у Романа... Может, ты и жабры съел? Не, прям кусок мяса съел. На то у нас есть и два мнения. В данном случае, не знаю, почему Роману не особо, как я понял, понравилось. Ну, может быть, рыба не настолько благородная, к которым он привык. А вы знаете, его любимая рыбешка – это помпана. Да, она симпатичная, вкусная, там просто много мяса. Здесь мясинку приходится выковыривать. Ладно, окей. На мой взгляд, очень вкусно. На Ромин взгляд, ну, так себе. Рыбешка такая. А мы едем далее. А, я понял, почему мне речную рыбу напомнил. Так. Потому что я не люблю сочетание вкуса рыбы с вареным луком. Мне это напоминает вкус какой-то столовский сразу. И вот из-за этого мне показалось, что рыба речная. Ругайте его, насмехайтесь над ним. Он не любит рыбу, запеченную в фольге, куда ты внутрь положил, значит, свежие кусочки зеленого или репчатого лука, а лучше всего все вместе. И такую рыбку запек на гриле, открываешь, и у тебя, значит, получается. Это воспоминание с детства, Ром, когда мы так делали леща, например, или карпа, когда ты его так запекал. Да? Наверное, флешбеки у тебя? Ну да, то есть сразу, российские. сразу как будто вот дешманское, столовское такой привкус вот такой. Ну ладно. Все, молчим. Как всегда, ребят, огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает наш канал. Прежде всего, подписка на Boosty, на Patreon, либо просто стать спонсором на YouTube. Да, вполне себе возможно. Что получаете вы при подписке при этой? Во-первых, ранний доступ к видео. Во-вторых, неформатные, неформальные видосы, которые, понимаете, я не могу на Ютубе их выложить. Ютубу это претит. Ютуб скажет такой: чувак, мы тебя сейчас заблокируем. И сегодня был, кстати, ровно такой момент, который я не могу пустить на YouTube, но он будет обязательно на Boosty, на Патреоне. И да, у нас вот эти вот видосы выходят тоже на YouTube, только они скрытые, они только для спонсоров. Так что подписаться на Boosty стоит от 150 рублей в месяц. А что это такое? Я не знаю. Кусочек вкусного соуса, который вы прекрасно съедаете, когда смотрите вкусный видос. Поэтому, да, без проблем, переходите, пожалуйста, подписывайтесь. Да, и помимо раннего доступа, еще и иногда забавные, интересные истории. Спасибо вам. Как обычно, вот такой вид готовки, это означает, что сама-то рыбка уже готовенькая. А следовательно, разгребаем ее от того, что сверху они накидали. Пускай лучок там маленечко внизу побулькает и действительно пропитается всякими соками. А честно говоря,
как вот эту броню открывать, я не знаю. Если хвостик бы я еще, может, как-то и выковырял оттуда, то почему не вскрыта эта рыба? Ну, давайте покажу. Внутренности вынуты, а коробка вот эта вот, она полностью осталась. Во-первых, там абсолютно пустое внутри пространство, это первое. Во-вторых, чешуя выглядит крайне забавно. Это действительно интересно. Вот так вот, так, лучок, уйди, где чешуинка, вот она. А в-третьих, я совершенно не понимаю, как мне отсюда вот выковыривать мясо. Это же броня. Попросим персонал. Пускай вот наша закусочка побулькает, а в данном случае, ну серьезно, можно либо руками, наверное, пытаться самому это все разломать, либо попросить персонал. С точки зрения вновь прибывшего сюда туриста, я уверен, лучше попросить персонал. Мы сейчас так и сделаем, потому что, ну, я уже по прошествии лет здесь, конечно, прекрасно понимаю, что это просто вот лучше всего взял, вот так вот разломал, что там получилось у тебя добыть, то и получилось. Но турист, приезжающий сюда, хочет, чтобы за ним поухаживали. Вот и пускай за нами немножко поухаживают. Ну и по итогу получается как-то вот так. Тут даже небольшой ливер где-то затесался. И пара кусочков мяса. Прежде всего, перед тем, как пробовать эту рыбеху, я хочу сказать следующее. Как-то раз я ее, по-моему, даже купил и пытался приготовить дома. На пару, естественно. Она была жутко вонючая. Ну, то есть, это тот запах, когда рыба наелась, не пойми что, ты ее приготовил, и то, что она съела, вместе с ней приготовилось. В данном случае я могу сказать следующее. Нам разделали, и вот я один маленький кусочек рыбки уже съел, и вот это получилось с одной, мне попалась большего размера рыбка, с одной рыбки. На запах наша обычная какая-то хрень, знаешь, которая из болота. Что у этой рыбы не отнять, очевидно, так это ее запаха. Все-таки она какая-то немножко странная. Еще момент. Опять же за кадром. Пока я там раздербанивал все эти кусочки после того, как мужик разделал нам, значит, я попробовал кусочек ливера. Вот икра у меня еще лежит, я попробую. А вот эту вот темную часть, ребят, ни в коем случае от нее нужно избавляться со страшной силой, потому что это несусветная горечь. Это просто невероятно, поэтому они хоть внутренности вроде как и почистили, но тем не менее это страх Господен. Нельзя такого допускать, чтобы у тебя в принципе на столе присутствовало, на мой, опять же, взгляд. Может быть, они просто знают, как я теперь уже, и не чистят это. Ну давай, ладно, сначала кушу просто кусок мяса, а потом уж с соусами. Мясо креветку напоминает маленько. Крабовая креветочная рыба. Ну, кстати, надо сказать, даже где-то ничего. Только краб дешевый. Не какой-нибудь там элитный королевский камчатский, а дешевый местный краб. Вот кусочек рыбы мне это напомнило. В принципе, неплохо. Только ее мало очень. Ну, давайте с соусом. Здесь у нас рыбный с чили. Я скажу так. Единожды попробовать для галочки. Не более того. Это как раз то самое блюдо из разряда раз попробовал и все на этом. Забыл. Здесь я могу сказать так. Мяса мало. Дорого. Это всего лишь 2 рыбинки. Это даже одному ты не наешься. За это ты заплатишь 139 тысяч. Овощей, конечно, вкусных здорово. Ну вот икру еще попробую. Икра сухая.
Знаете, пожарить нашу лотвиную икру будет даже вкуснее. Да, вот у этой рыбы меня не перестает преследовать крабий вкус. Но дешевый краб. Понимаете, вот тот вот с рисовых полей, который вот ползает, вот он какой-то такой. Короче говоря, из которого готовят один из вкуснейших супов Бон-Рио. Ладно, Ром, я попытаюсь тут погрызть маленько с другими соусами, а ты, очевидно, сейчас разойдешься. Ну, я бы сказал, эта рыба вообще не стоит своих денег абсолютно. И не стоит того, чтобы ее подавать в ресторанах, потому что ты абсолютно не получаешь удовольствия, когда ее ешь. И помимо этого еще, ладно, ты удовольствия не получаешь. Я когда ее попробовал, я первый раз ее сегодня пробовал, меня сразу как-то это насторожило, потому что присутствует слегка неприятный аромат, слегка немного горечи, и ты сразу такой думаешь, блин, а все ли с тобой будет потом в порядке после того, как ты ее съешь? Рома у нас что-то в последнее время брюзгой таким стал. Ой, ай, как же это я переживу, потом как мой желудочек будет. Ты что, какие-то веганы скоро подашься, что ли? Не, я же просто свои ощущения описываю, что я... Это понятно, просто тенденция, понимаешь, какие мысли появились в голове после того, как я первый раз попробовал. Раньше, вспомните, у Романа луженый желудок, он там остроту, все дела. Ну ладно, я остроту в таком количестве сейчас уже не ем, но остренькое не против. А Рома у нас стал что-то прям какой-то нежной принцессой по поводу всякой еды. Ладно, окей, без вопросов. И мне кажется, что да, с Романом я солидарен. Рыбешка достаточно бесполезная. Мало мяса, мясо не самое вкусное, далеко не благородное, хоть это и морская рыба. Но что-то не пойми с ней зачем. Там она пустая внутри, там 2 кусочка мяса по спине. Ну, короче говоря, захотели, один разочек попробовали. Но теперь вы знаете, что, видя в меню вот эту вот рыбу коробка, или как она там называется, короче говоря, нафиг бы она нужна. Поехали далее. Ну а перед скатом у нас, господа, рыба-куртка. Да, мы ее достаточно много пробовали уже раз на канале. Но я могу сказать следующее. Видите ее на льду, берите смело. В аквариуме, по-моему, Роман, мы ни разу ее не встречали, да? То есть она всегда либо на льду, либо, как в этом ресторанчике, она из заморозки. То есть у них прилавка со льдом и свежей рыбой здесь нет. Из заморозки. Давайте сравним просто, какая она, хорошо ли приготовленная, из заморозки. Я даже, наверное, возьму ложку. Здесь какие-то у них упаковки, не знаю зачем. Потому что у этой рыбы, я надеюсь, во-первых, приятный вкус, и они хорошо ее приготовили, а во-вторых, практически нет костей. Потому что шкура у нее снимается как куртка, а мясо снимается можно прям ложкой. Давайте крупненько. Кинза, отойди. И, конечно, вкусная, но не сейчас. И вот так. Смотрите. Оп, оп, оп. И вот у тебя вот такие вот огромные шматки мяса. Ну, то есть рыба крайне легкая в и очистке, и прочее. Вот эти части, не смотрите, что они темные, это тоже очень неплохо. У нее плавниковые, вот здесь вот, видишь, да, плавниковая часть, да, пропитанные типа кровишкой, но они тоже очень даже неплохие. Хвостик и прочее. Короче говоря, как видите, добывать мясо из этой рыбы намного проще. Ну и опять же, костей практически нет, только брюшные вот эти вот реберные косточки. А со спины, да? Вкусно, здорово. Чувствуется, что вкус моря, тот самый, ну, уже его почти нет. Здесь достаточно много чеснока. Барбекюшный сверху вот этот вот самый соус. Осталась ли рыба вкусной? Однозначно. Если верить меню, то у них здесь написано следующее. Вот она рыбка, и цена 199 в скобочках кон за штуку. А следовательно, мы сейчас немножко удивились, потому что обычно эта рыба значительно дороже. Но мы пришли к выводу, что она дороже, потому что она охлажденная, то есть свежепойманная и просто лежит на льду. А это, очевидно, из заморозки. Поэтому мы надеемся, что все-таки
цена в меню будет совпадать с финальной ценой, которую мы получим в чеке. Роман, пробуй, это вкусно, уступает, да, уступает той рыбе, которую ты обычно, если берешь на льду. Но остается вкусной, остается замечательной. На мой взгляд, и ту, и другую можно совершенно спокойно брать, и ты не будешь разочарован. Эта рыба крупная, хорошая, большая. Наешься один, вообще просто полностью наешься, это, ну, серьезно. На двоих смело можно брать. Рекомендовал бы я брать на льду? Да, конечно. Если кошелек позволяет, то смело. Если просто захотели попробовать вот рыбешку такую необычную, и вот у них только в заморозке, смело тоже можно брать. Никаких вопросов. Вот я вижу, что Роману эта рыба пошла намного проще. Поешь, а то он до сих пор голодный еще. Сейчас сделаем перерыв на Романа, покуда он поест, и продолжим. Ну что ж, Роман перекусил. Давай, рассказывай. Но вот это уже другое дело, это не какая-то там, блин, рыба-коробка или... Коробка. Хрен поймет какая. Это вот уже настоящая благородная морская рыба, какая она и должна быть. И ты знаешь, она мне намного больше понравилась на гриле из заморозки, чем на пару после того, как она была просто охлажденная. А ты имеешь в виду вот эту сваренную, которую вот как предыдущую коробку нам готовили? Нет, я имею в виду, когда мы были с тобой в ресторане, наверное, может быть, месяца 3-4 назад, и мы заказывали эту рыбу на пару, и она была она была охлажденная, она лежала на льду. И они отказались нам ее готовить на гриле, они сослались на то, что она готовится без кожи, мы не сможем вам сочность сохранить. Но они зря боялись, потому что вот здесь они приготовили, мясо нежное, оно даже сочное осталось, и вот на мой вкус намного вкуснее, чем вот та рыба на пару была приготовлена. Я, короче говоря, могу подытожить это теми словами, что зависит все либо от грильщика, либо от повара. Здесь они не побоялись, здесь они нормально все приготовили, все классно, здорово и хорошо. На мой взгляд, конечно же, охлажденка всегда лучше. Если у вас другое мнение, альтернативное, пожалуйста, напишите. Из заморозки, если грамотно размороженная рыбка, она практически тем же и останется. Морепродукты, да, слегка хромают, но в данном случае все здорово и хорошо. Короче говоря, рыбу-куртку можно и охлажденную, и из заморозки. Это вкусно, своих денег стоит. Ну а у нас что теперь? Скат, господа. Грильный, свежий, из аквариума. Скат. Ну а теперь что же, господа? Скат, тот самый. Как всегда я говорил, да, съедать можно абсолютно любую его часть, шкурка там, не шкурка, неважно. Вот, что отвалилось, то и отвалилось. Это как раз реберная часть, где есть ребра. Но, ребят, это хрящевая рыбешка, ровно так же, как и акула, можно смело кусать. Ребра прекрасно прожевываются. Это маленькие, совершенно не особенно чувствительные какие-то хрящички, которые откусываются, как вы видите. Ром, у нас тут вообще 2,5 ската. Ты давай бери, подъедай, я пока с этой разберусь. Понимаете? Кроме восхитительных отзывов про эту рыбу быть ничего не может. Я пока что справляюсь с реберной частью, но нужно обязательно попробовать еще и спинку. Сейчас крупно посмотрим на это дело все. Но я могу сказать следующее. Приготовлено вроде бы неплохо. Они сначала кинули его полностью, вы в самом-самом момент вступления могли это видеть на заднем плане. Потом решили все-таки разделать его. Да, наверное. И достаточно важный момент. Вот мы заказали рыбу на гриле. Но они приготовили это со свиными шкварками. Поэтому, ребят, если вы придерживаетесь определенных своих предпочтений, да, религиозных каких-то вещей, то обращайте их внимание на то, чтобы они готовили это без вот этого. По умолчанию зачастую это добавляется. Ну а мы давайте посмотрим на то, что внутри спинки. Вот оно. Ну, посмотрите, вот это, ребят, куски рыбы. Да, тут есть что обглодать. Ром, ты посмотри, как вот тут-то, а? Подожди, я вот это хочу.
Стой, смотри. Вот он, плавничок. Возьмем самый сок. Вот так вот. Кусочек с коровий носочек. Вот он. И вот так. Это очень нежное мясо. Со своей спецификой. Небольшая горчинка. Волокнистое, но это вы, собственно, видели. Но оно нежное, мягкое, прекрасно прожевывается. А собственный вкус я бы оценил, ну, сравнивая с благородными рыбами, на шестерочку. С точки зрения простоты съедания, с точки зрения удобства и прочего, вообще на девятку, без вопросов. Это как раз то самое мясо, которое можно вполне себе макать в соус. Сочно, кайфово. Ну и вы видите, вот у меня половина этого ската, который потянул на 2600 кило. Да, конечно, большая рыбина. Ребята, это на четверых. Это на четверых, а учитывая его цену, кстати, тут небольшие непонятки были, потому что мне изначально показали цену 650 за килограмм, а Роман говорит, ему показали цену в 450 за килограмм. Непонятно по итогу, которая будет, но вы сейчас это увидите. По итогу вот такая цена. Меня что одна, что другая, честно говоря, устраивает за эту рыбу. Потому что вы заказали одного ската, вы вчетвером наелись. Мы, конечно же, с Романом заберем это домой все. Да, важный момент. Они подают это, конечно же, с набором для спрингроллов. То есть, чтобы ты взял кусок мяса, навертел. Здесь у них ананас, здесь листья салата, здесь какая-то еще трава. Вот я вижу еще мяту, огурчик и прочее. Если захотели, то можно, конечно же, и повертеть спрингроллы. Ну, тут много мяса. Да считай, весь скат съедается. А я бы травкой вот так вот закусывал. Ровно так же, как и кусочком ананаса. Это необычно, вкусно и классно. Ананас, кстати, очень спелый. Роман, что скажешь по скату? Ну вот я про рыбу коробку говорил, что для ресторана вообще не подходит, потому что непонятно, что ты получаешь за эти деньги. А скат наоборот. Здесь за эти деньги ты получаешь огромное количество мяса без костей, причем нежного и вкусного мяса. И эта рыба реально достойна вот того, чтобы ее попробовать обязательно. На мой вкус, если бы они ее загрилили вот с тем же соусом, которым они загрилили рыбу-куртку, который с остротой чуть-чуть, тогда было бы вообще 10 из 10. Но здесь, опять же, дело вкуса. В любом случае, это очень хорошая и классная рыба. Возможно, у нас не было бы, если рыбы-куртки, то они бы сделали этот самый скат под ее соусом. Ну, может, они захотели разнообразиться. Короче говоря, видишь ската, бери. В аквариумах он, кстати, Ром, не так часто встречается, насколько я помню. Чуть ли мы вообще там не один-два раза всего лишь его встречали. А вдруг он в песок зарывается, может? В аквариумах часто песок. Да, в аквариумах часто песок. Короче говоря, видите ската, обязательно берите, либо это на рынке в развале где-то. Не забывайте одну самую главную вещь. Преимущество Вьетнама в том, что здесь нет никаких запретов прийти со своим в ресторан. У нас есть такой выпуск. Мы зашли в местечко, где аквариумы. Мы закупились там морепродуктами, перешли дорогу и попросили их эти морепродукты нам приготовить. И они просто сказали: ребята, это будет стоить там столько-то денег. 250, по-моему, тысяч, да? И все. Никаких проблем. То есть вы купили то, что вам нравится, из аквариума где-то, пришли в ресторан, они выкатили вам цену за готовку ваших продуктов, и вы сидите, едите то, что вам нравится, а не то, что есть конкретно в ресторане. У них даже напитков каких-то обязательных брать не надо. Кстати, с напитками со своими тоже можно. Ты, главное, чтобы у них оставил какую-то сумму денег, либо они тебе приготовят, либо ты взял напитки. Короче говоря, это классный вариант. Ну а что по поводу ската?
Да? Здорово и классно. Все съедается без остатка. Что же сказать по итогу? Да классно! У них классный набор того, что они могут приготовить. У них неплохо при этом все это самое готовят. Поэтому аквариумы есть, свежая рыбка есть. Готовят неплохо. Из заморозки даже рыбка вполне себе осталась сочной. Короче говоря, вновь открывшийся ресторан. Здесь уже, по-моему, Рома говорит, 3-я точка будет. И она сверху, сверху, сверху. Короче говоря, вот этому ресторанчику я желаю всего самого лучшего. Пускай работают, пускай радуют туристов, ну и местных, конечно, тоже. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Это хрящевая рыбешка, ровно так же, как и акула, можно смело кусать. Очень. Туристические автобусы самая страшная вещь во Вьетнаме. Они носятся как угорелые и просто сигналят. Все разбегайтесь. А здесь должен ценник такой прыгать, короче.